Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Друзья, если вы думаете, что рок-н-ролл это просто музыка, вы глубоко заблуждаетесь. Рок-н-ролл это стихия, это ураган, который врывается в вашу гостиную и сносит все, что вы считали святым. А если вы ищете человека, который не просто играл рок-н-ролл, а был им с головы до пяток, с огнем в глазах и бензином в жилах, то встречайте Джерри Ли Льюис. Нет, не король рок-н-ролл, это, извините, Элвис. Джерри Ли — киллер, убийца. Потому что когда он садился за пианино, он не просто играл. Он убивал скуку, приличие и любые попытки удержать его в рамках. А теперь, друзья мои, приглушите свет, налейте себе чего покрепче и позвольте мне рассказать вам историю Джерри Ли Льюиса. Судьбу великого рок-н-ролльного психа предопределило прозвище «Убийца». Говорили, что никнейм привязался из-за сногсшибательного эффекта, который молодой виртуоз производил на зрителей. На самом деле, здесь нет никакого тайного смысла. В послевоенной Луизиане убийца было сленговым обращением «Hey you, killer!» «Эй, ты убийца!» А Льюис обожал его и использовал чаще всех в компании. Закончилось тем, что так пророчески прозвали именно его. Официально он так и не оправдал кличку, но страсть к насилию, сексу, алкоголю и наркотикам вперемешку с богатством и несдержанным характером превратили южанина в настоящего омерзительного мужика. Так что давайте заглянем в истоки. Представьте карту Северной Америки. Справа внизу огромный полукруг Мексиканского залива. Теперь поднимайтесь вверх по Великой Миссисипи, мимо Нового Орлеана, мимо Батон-Руж, столицы Луизианы, мимо бескрайних плантаций сахарного тростника и хлопка, где когда-то хлыст щелкал громче, чем гитара. И вот малюсенький город Ферридей, забытый богом, затерянный в болотах, где комары крупнее кур и воздух пахнет тленом и жареным окунем. Именно там 29 сентября 1935 года родился Джерри Ли Льюис. Отец Джерри, Элма Льюис, был, мягко говоря, предприимчивым. В обход сухого закона он гнал самогон. И не просто так для души, а по-крупному. Поначалу все шло отлично, но слишком много народу стало об этом знать. А пьяный человек не молчун. И вот когда Джерри Ли было всего 2 года, папашу арестовали и дали 5 лет. А через год новая беда. Местный шофер под мухой въехал в школьный автобус. В этой аварии погиб старший брат Джерри Ли. На похороны отца привезли в наручниках. Расковали на 5 минут, чтобы он мог обнять жену и маленького сына, а потом снова сковали и увезли под прицелом винчестеров досиживать срок. В Библии, в книге «Деяниях святых апостолов» есть такой эпизод. На 50-й день на них снизошел Дух Святой, и начали они вещать на иностранных наречиях. На собраниях пятидесятников 2000 лет спустя Дух по-прежнему не сходит, вызывая экстаз в речах и жестах. Мать Джерри Ли каждое воскресное утро устраивала у себя такие молитвенные собрания, и на 8-летнего мальчика особое впечатление производил заезжий проповедник брат Джейнвей. Сидя за роялем, он левой рукой выводил линию баса, а правой наигрывал мелодию, успевая при этом читать из священного писания со слезой в голосе. Отец Джерри, вернувшийся с отсидки, оказался мастером на все руки, в том числе и по части игры на рояле.
У его тетки Стеллы в доме стояла маленькая прямострунная пианино, и юный Джерри буквально не слезал с него, упражняясь по 4 часа в день, пока месяца через 3 не освоил всю музыкальную премудрость, которую знал отец. «Виртуоз», — говаривал Элма, разводя руками. А Джерри ни о чем, кроме музыки, говорить не хотел и больше всего на свете мечтал о собственном пианино. За долгое время отсутствия семья отвыкла от отца, жена к нему остыла, а дети чувствовали себя отчужденно. Элма хотел уважения и любви. Он решился на отчаянный шаг, перезаложил в банке семейный домик и на вырученные $900 приобрел сыну настоящее полновесное пианино. Но в то же время Элма перебивался случайными заработками, и когда с деньгами стало туго, он не смог вовремя выплатить по закладной. Банк забрал у него дом. Родители перенесли эту неприятность стойко, зная, что у них есть главное – пианино для настырного мальчика. К 12 годам Джерри стал уже популярной фигурой на религиозных собраниях. Повсюду народ стекался послушать юного пианиста. Прослышав про юный талант, местное радио начало транслировать его выступления каждую субботу. И зимой 1951 года 16-летний Джерри Ли играл на собрании проповедника Бартона. Дочь Бартона, Дороти, религиозная девушка 17 лет, воспитанная в строгих правилах, обменялась с кучерявым пианистом томными взглядами. Надо ж так случиться, что отец Джерри, Элма, получил работу плотником именно в этих же местах. И семья переехала с ним, и после рождественских каникул Джерри оказался в одной школе с Дороти Бартон. Он был младше ее на год, но учился плохо и был 3 классами ниже. Он в 8, а она в 11. Любовь вспыхнула мгновенно и неугасимо. Месяца через 1,5 Джерри, встретив Дороти после уроков, подарил ей колечко и сделал предложение. «Какая женитьба!» — ужаснулась Дороти, «ведь мы еще школьники. И потом, что родители скажут?» «Ерунда!» — сказал Джерри. «Поехали к моим. Они помогут». Своей родне Джерри представил дело таким образом, что он, как порядочный человек, не жениться уже не может. Понимающие дядя с тетей не подвели. Дали денег на свадьбу и отдали временно свой коттедж на бесплатное житье. А дядька Ли отправился в местный ЗАГС, где сумел прибавить жениху и невесте в возрасте. И 4 марта 1951 года на перекличке учеников в Линвильской школе 2 не досчитались. Господин Льюис с супругой проводили в своем коттедже медовый месяц. Им было не до учения. И потом, они же уже не дети, чтобы в школу ходить. Они, в конце концов, взрослые, женатые люди. После свадьбы Джерри Ли и Дороти жили несколько месяцев на теткиных харчах, но даже самая терпеливая родня рано или поздно устает кормить кота, который не ловит мышей. Джерри Ли определили в библейское училище, по-нашему в духовную семинарию, неподалеку от Далласа в штате Техас. От этого периода у Джерри Ли на всю жизнь осталась способность цитировать Ветхий и Новый Завет с точным указанием главы и стиха. Но красноречием он не блистал, зато стоило ему сесть за фортепиано, и все училище замирало. Виртуозная игра была явной искрой Божьего таланта. Он почувствовал себя уверенно, заметно осмелел, и возвышающий себя да принизится, говорится в Писании. Именно это и произошло. На общем собрании училища он во время исполнения гимна «My God is Real» добавил в него такого буги-вуги, что ректор бросился к нему, дабы немедленно прекратить дьявольское наваждение. В итоге диаконский совет
в праведном возмущении постановил исключить. Вернувшись в родительский дом, Джерри Ли начал проповедовать на родительских собраниях. Он ведь теперь имел богословское образование, пусть даже и очень незаконченное. Но в новом ореоле Джерри пришлось погулять недолго. Жена нашла в его переписке любовное письмо со штемпелем Далласа. Получалось, что семинарист, изучая божественное знание, в то же время вопиюще, втихую нарушал заповедь номер 6, то есть «не прелюбодействуй». Дороти, дочь проповедника, воспитанная в страхе Божьем, не могла этого простить. Примерно в это время в городе Мемфисе, что в штате Теннесси, бывший радиодиск-жокей Сэм Филлипс на занятые у приятеля деньги открыл крохотную студию звукозаписи с одним магнитофоном. Любой обладатель $2 мог зайти туда и выйти через полчаса с собственным диском, нарезанным в одном экземпляре. Много народу проходило через студию, попадались и таланты, однако вкладывать в них свои кровные Сэм Филлипс опасался. В 1954 году некий 19-летний паренек по имени Элвис Пресли заставил его в конце концов рискнуть и раскошелиться. Дело пошло, и к концу 1955-го Элвис стал местной знаменитостью. И когда крупная нью-йоркская фирма RCA, прослышав об этом, предложила Сэму выкупить контракт Элвиса за $35 тысяч, Филлипс был ошеломлен. Мальчишка, шофер грузовика, и такие деньжищи, удивлялся он. Только год спустя, когда Элвис зарабатывал в своей фирме миллионы, Сэм Филлипс понял, что он потерял. Он решил искать второго Элвиса Пресли и не отдавать уж потом никому. Тем временем наш герой бедствовал отчаянно. Он перебивался игрой в ночных клубах, а одно время даже стал корабейником, продавая швейные машинки. Ведь 16 марта 1956 года у него родился уже второй сын. Мальчик родился с темными волосиками, с карими глазами, не в мать и уж явно не в отца. Подозрительный и ревнивый Джерри Ли Льюис отказался от него. Ребенка отдали на воспитание тети, ведь первого мальца уже растила бабушка. В Америке в моду входил рок-н-ролл. Пластинки Элвиса докатились и до луизианской провинции. Джерри опять пришел за помощью к отцу, и отец опять вник в положение. Несколько недель носил он яйца со своей фермы в местный супермаркет, отложив $15. Джерри Ли тоже немного прикопил, и вот в конце сентября они вдвоем отправились в Мемфис. Всю ночь не спал, на рассвете молился, просил у Бога успеха и обещал посвятить этот успех его делу. Рано утром отец с сыном уже стояли у здания Sun Records. В скромной студии звукотехник записал по их просьбе несколько песен для мистера Филлипса. Но мистер Филлипс упорно молчал, и Джерри Ли пришел к неизбежному выводу, что музыка его никому не нужна, и что молитва его так и не была услышана. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. Но Джерри Ли оказался неправ. Ведь Бог правду видит, да не скоро скажет. Чтобы соединить разные обстоятельства, требовалось время. И вот какая случилась фантастическая история. У Джерри Ли был двоюродный брат Джей Браун. Он в юности неплохо играл на гитаре,
Но музыкой прокормить семью не удавалось, и Джей подрабатывал монтером-высоковольтником. Незадолго до наших событий случилась авария, чуть не стоившая ему жизни. Уцелел он чудом. Удар током не затронул сердце, пройдя из одной руки в другую. Компания предоставила ему годичный отпуск на полную зарплату. Как только ожоги прошли и здоровье поправилось, Джей Браун начал думать о гитаре, о музыке, вспомнил своего одаренного двоюродного брата, съездил к нему в гости и уговорил приехать погостить в Мемфис, где он жил со своей женой и дочерью. Дальше события стали развиваться как по нотам. При повторном визите на фирму Сан Сэм Филлипс встретил кузенов с распростертыми. Как выяснилось, записи Джерри ему понравились, но он не хотел вкладывать время и деньги в человека без крыши над головой. Тут же другое дело. Джерри переезжал жить под боком, в дом родственника, старшего по возрасту, стабильного человека с доходом, к тому же музыканта. Можно было уже лепить группу. С лентой, которую Джерри Ли записал несколько недель назад, Сэм Филлипс выбрал вещь под названием «Breathless», нарезал с нее диск и отнес на местную радиостанцию. И вскоре Джерри Ли вернулся домой, держа под мышкой блестящую пластинку, а в кармане лежал первый аванс $300. У Сэма Филлипса был младший брат Джад. Он вернулся с Корейской войны, где служил полковым капелланом, священником. Джад был по-военному прям, обладал житейской мудростью и умел разбираться в людях. Именно он убедил своего прижимистого братца вложить средства в раскрутку Джерри Ли Льюиса, напоминая ему, как он пожадничал с Элвисом Пресли. Сэм Филлипс неохотно согласился, и трио Джерри Ли Льюиса отправились в Нью-Йорк. И в ближнем бою Джерри Ли Льюис производил неизгладимое впечатление. Энергия от него исходила поистине высоковольтная. В шоу Эда Салливана его включили на ближайшее воскресенье. И вот настал заветный день. Джерри появился на экране в полосатой футбольной рубахе с открытым воротником и исполнил свою «Whole Lotta Shaking». Джерри так врезал по клавишам дорогого студийного Стэнвэя, что из того только запчасти посыпались. Пожилая консервативная публика возмущалась, но молодежь была в восторге. На экране перед всей Америкой появился новый герой рок-н-ролла. На следующий день на телевидении и в конторе Сэма телефоны разрывались от предложений. В одночасье концертная ставка трио Джерри Ли Льюиса увеличилась в 50 раз. Забегая вперед, скажу, что сингл «Whole Lotta Shaking» продался тиражом в 6 миллионов и стал одной из популярнейших сорокопяток всех времен и народов. Но самую успешную песню «Great Balls of Fire» или «Большие шары огня» он записал год спустя. Написали песню Отис Блэквелл и Джек Хаммер. Поначалу она была одной из двух песен, предложенных на выбор певцу Карлу Перкинсу. Однако Перкинс с выбором, как мы теперь знаем, не угадал. И бесхозные шары огня отошли Льюису. Надо сказать, что он поначалу очень не хотел их записывать. Дело в том, что религиозное воспитание не прошло бесследно, и у певца периодически начинались покаянные приступы. Один из таких приступов хорошо показан в художественном фильме «Переступить черту», посвященном Джонни Кэшу. На экране именно Льюис в сердцах говорит своим коллегам, что все мы попадем в ад. Вот и перед записью песни он заявил продюсеру Сэму Филлипсу, что эта песня греховна, и был совершенно прав. Дело в том, что фраза «огненные шары» имела вполне конкретную отсылку к божественным карам, ниспосылаемым на грешников.
В Южных Штатах она даже стала идиомой, выражающей крайнюю степень изумления. Однако в контексте песни эта библейская аллюзия приобретала крайне непристойный оттенок сексуального экстаза. К тому же, кто его знает, на какие шары, охваченные огнем, намекает певец. Впрочем, в духовных метаниях Льюиса дьявол неизменно побеждал. Вот и на этот раз, выпив достаточное количество ликера, певец песню все-таки записал. Впоследствии Льюис частенько рассказывал байку, как во время исполнения этой композиции поджег свое пианино прямо на сцене, хотя других свидетелей тому событию так и не нашлось. Байка настолько прижилась, что ее отразили в кинофильме 1989 года, посвященном Льюису и названном в честь этой самой песни. И тем не менее, конец этой славе пришел неожиданно и быстро. Что же случилось? Помните его предрассветную молитву перед посещением фирмы Сэма Филлипса? В духовном смысле он действительно нарушил свой пакт с Богом по той же статье 6 о прелюбодеянии, причем с отягчающими обстоятельствами. Но расскажу все по порядку. Как вы помните, Джерри жил у своего двоюродного брата, который теперь играл в его трио на гитаре. Первые треволнения и успехи семья переживала от всего сердца, особенно дочка Джея, 13-летняя Майра. Но вы знаете же, что на юге и яблоки раньше поспевают, не то что люди. В общем, Майра была уже вполне созревшим бутоном и влюбилась в Джерри Ли невинно, по-девичьи, всем сердцем, без оглядки. Джерри Ли против такого устоять не смог, как ни скрывали влюбленные своих чувств, но утаить их не смогли. Начался жуткий скандал. Джерри Ли валялся у брата в ногах, уверяя, что полюбил его дочь до гроба, что хочет жениться. У Джея положение было незавидное. Разрыв отношений означал бы конец его музыкальной карьеры, а в монтёры он возвращаться как-то не хотел. Да и отвадить Джерри Ли от Майры вряд ли бы уже удалось. Короче, с помощью уже известных методов выправили документы и сыграли свадебку. Перед гастролями в Англию Джад Филлипс прозрачно намекал Джерри, что о своей женитьбе ему лучше никому не рассказывать. Но ушлый лондонский репортер, заподозрив сенсацию, сделал заход с другой стороны. Поговорил с наивной Майрой, которая тут же с гордостью выложила, что она жена Джерри Ли, что он ей доводится кузеном и что ей самой 15 лет, то есть прибавила себе 2 года. Однако первый же запрос в полицейское управление Мемфиса выяснил ее истинный возраст. «Растленный рок-н-ролльщик женат на собственной 13-летней кузине», кричали на завтра заголовки всех британских газет. «Бу!» — гудела на Джерри Ли публика из зала. «Где же детская коляска? Куда жену дел?» В общем, концерты пришлось отменять и срочно сматываться из Англии домой. Но американская печать уже обо всем прослышала, уже подняла свою волну, и о луизианском извращенце толковала вся страна. Пришлось уходить в подполье. Композиции Джерри Ли занесли в черный список на радио, концерты отменили. Даже Сэм Филлипс предал собственного клиента, выпустив фиктивное интервью с его участием. Теперь вместо концертов за $10 тысяч он играл в барах за $200, как в начале карьеры. Но желание быть на виду у публики подтолкнуло его к записи инструментальной буги-аранжировки композиции оркестра Гленна Миллера под псевдонимом. Однако обман быстро раскрылся, потому что радиоведущие и слушатели узнали неповторимую исполнительную манеру Джерри Ли.
В 1963-м закончился контракт Льюиса и Sun Records, и он перешел на студию Mercury. Сотрудничество началось с записи потенциального хита, который должен был вернуть музыканту любовь и доверие публики. Но это не произошло, поскольку Америка познакомилась с творчеством Битлз, и интерес к рок-н-роллу начал угасать. Одним из главных успехов в эти потерянные годы стал концертный альбом, записанный в 1964 году. Этот альбом считается одним из величайших концертных альбомов всех времен. В книге Джо Бонома продюсер Сиги Лок утверждал, что схема записи была простой. Микрофоны располагались как можно ближе к инструментам, а стереомикрофон находился в зале, чтобы улавливать атмосферу. Результаты оказались ошеломляющими с точки зрения звучания. В рецензии с оценкой 5 из 5 Майло Майлз написал в Rolling Stone, что это не альбом, а место преступления. Джерри Ли Льюис расправляется со своими критиками в 13-песенном сете, который ощущается как одна сплошная конвульсия. В 1968-м он делает неожиданный поворот, выпускает альбом в стиле кантри. И представьте себе, это хит. Он возвращается не как рок-звезда, а как мастер американской песни. За этим следует череда успешных кантри-альбомов. Он поет о любви и предательстве, утраченной надежде, и делает это с такой искренностью, что даже бывшие враги снимают шляпы. I just put in my last dime. Heard you whisper we'll meet again. Another place, another time. За это время у Джерри Ли родился сын Стив, проживший всего 3 года, а затем дочь Фиби. Несмотря на романтизацию своей первой любви, Майра все-таки подала на развод. Она устала от бесконечных оскорблений и жестокости со стороны мужа. Льюис очень специфически относился к женщинам, требовал полного подчинения, ревновал ко всем, от официантов до парковщиков, а сам не пропускал ни одной юбки. Он часто заваливался домой после очередной тусовки и крыл жену матом, потому что та не приготовила ужин, хотя скорее завтрак. Один из таких случаев закончился тем, что певец жестоко избил жену на глазах у 7-летней дочери. Однако песни этого периода гремели на радиостанциях и танцевальных площадках всей Америки. Слушатели и критики были очарованы легким душевным вокалом пионера рок-н-ролла, обладавшего эмоциональным резонансом наравне со знаменитыми исполнителями, как Джорджем Джонсом и Мэрилом Хаггардом. В это время Льюис стал самым высокооплачиваемым певцом Америки. Спрос на его пластинки вырос настолько, что новый владелец Sun Records переиздал ранее записанные альбомы музыканта и продал их небывалыми тиражами. В январе 1973-го Джерри Ли в первый и единственный раз выступит в радиопередаче Grand Ole Opry. В прямом эфире музыкант нарушил все правила и традиции программы. Вместо 8 минут, отведенных на музыку, между рекламами он почти час играл без перерыва, рассуждал о музыке и жизни, а затем пригласил одного из служащих спеть вместе с ним. В том же году выходит альбом, где он собирает вокруг себя звезд от Альберта Ли до Питера Фрэмптона. Джерри Ли мог уже успокоиться, творить и жить в роскоши. Но одна мысль не давала ему покоя даже в моменты величайшего успеха.
Он так и не стал королем рок-н-ролла. Им все еще считался бесталанный, по его мнению, показушник Элвис Пресли. What made Milwaukee famous has made a fool. 22 ноября 1976 года, раздираемый завистью, Джерри Ли подъехал к колониальному поместью Грейсленд в Мемфисе и вежливо сообщил охране, что хотел бы встретиться с королем. Ему ответили, что Пресли спит, и Льюис уехал. В тот же вечер его арестовали. Накачанная наркотиками звезда разбила свой Роллс-Ройс и не показала копам права. Джерри Ли уже привык к вседозволенности. На этот раз его, как обычно, не задержали, а лишь оштрафовали. На следующий день он снова затормозил у ворот Грейсленда и повторил просьбу. Но в этот раз на панели перед ним уже лежал заряженный пистолет. Он был вне себе, вспоминал ситуацию встретивший Льюиса охранник Гарольд Ллойд. Он орал матом без остановки. «Я знаю, что у вас есть интерком. Шлепай к гребаному телефону. Кем он, черт побери, себя возомнил? Скажи, что я хочу его увидеть». Ллойд набрал боссу из будки и услышал инструкцию заикающегося Элвиса. «Я не хочу разбираться с этим психом. Передай копам, чтобы они заперли его и выбросили ключ». Когда патрульный Билли Киркпатрик добрался до Грейсленда, Льюис хотел выкинуть бутылку с выпивкой из салона, но забыл опустить окно и разбил стекло и порезал лицо. Певца повязали за хранение оружия. Он утверждал, что пистолет подарил владелец клуба, где он отыграл концерт, и по счастливому совпадению местный шериф. С Элвисом они больше так и не встречались. Через 10 месяцев король умер от передозировки. Вряд ли Льюис воспринял новость с грустью. Он становился безжалостным, когда дело касалось его интересов или навязчивых идей. Неудивительно, что случай с арестом у ворот Грейсленд замяли, хотя в том году у Джерри Ли уже возникали проблемы с оружием. На праздновании дня рождения в сентябре певец в явно неадекватном состоянии решил пошутить, наставив пистолет на басиста Нормана Уэнса и спустил курок. Оружие оказалось заряжено. Пуля угодила сессионному музыканту в грудь, но он выжил и отсудил у Льюиса приличную сумму. Возможно, именно в тот момент южанин понял, что ему сойдет с рук любой беспредел. В этот период женой Джерри Ли была Джарен Элизабет Ген Пейт, которая родила музыканту дочь. Отношения не сложились, и супруга ушла жить к другому мужчине. После 9 лет в браке она обвинила певца в насилии и подала иск. Женщина утверждала, что Льюис бил ее, угрожал смертью и однажды даже сбросил с лестницы. А когда она попросила денег для себя ребенка, ответил так: «Тебе в любом случае недолго осталось крутиться, и если ты от меня не отвяжешься, то закончишь в цепях на дне озера рядом с какой-нибудь фермой». Предсказание убийцы в каком-то смысле оказалось пророческим, ведь вскоре Джарен утонула в бассейне их общих знакомых в Мемфисе. И случилось это незадолго до решающего заседания суда по делу о разделе имущества. Смерть женщины, чуть не отобравшей все у богатого и жестокого певца, без особых разбирательств признали несчастным случаем. В то же время особняк Льюиса обыскала налоговая служба. В ходе обыска они нашли кокаин и марихуану. Но Джерри Ли обвинили лишь в хранении легких наркотиков и даже не вызвали в суд. Прокуратура оценила нарушение в $2000. С возрастом характер Джерри Ли лишь испортился. Наглость никуда не пропала, а смесь виски и колес исказила реальность.
Он собрал огромную коллекцию огнестрельного оружия, от револьверов до пулеметов, и летал на частном самолете с маленьким арсеналом. У него появилась привычка выходить с оружием даже на сцену, хотя фанаты не думали, что убийца опасен для кого-либо, кроме себя. В начале 80-х он игнорировал постоянные боли в желудке и тянул с визитами к врачу. Вместо этого убийца колол прямо в живот препарат под названием пентазоцин, анальгетик с теми же свойствами, что и у морфина. Он почти не спал, закатывал вечеринки в своем особняке в округе Десото в штате Луизиана, а наутро скрежетал зубами от ужасных приступов и срывал злость на женщинах. В 81-м его на 2 месяца даже положили в больницу из-за разрыва стенки желудка. По словам родственников, Джерри Ли чуть не умер во время операции от внутреннего кровоизлияния, но после выписки сразу вернулся к привычному образу жизни. Он продержался до следующей операции 4 года. В 85-м врачи вырезали у него уже почти полжелудка, чтобы удалить открывшиеся язвы. Хирург давал не больше 50% на успешный исход операции. Но Льюис выкарабкался, хотя потерял много крови. И через год он лег в клинику уже на лечение от зависимости. Mama, they're flying so high over that old rainbow. I wonder why can't I? Незадолго до этого Льюис заново обрел веру в Бога. Какое-то время он стал меньше пить, не скандалил и даже исполнял церковные гимны. К тому же он, наконец, встретил идеальную женщину. Официантку из модного ночного клуба Мичигана, миниатюрную блондинку Шоун Мишель Стивенс. Завсегдатаи обожали девушку за обаятельный характер и остроумие, а Шоун ждала подходящего мужчину после того, как родители ее бойфренда Скотта помешали их браку. Жизнь прекрасной простушки изменилась, когда ее подруга, официантка Пэм Брюер, закрутила роман с менеджером Джерри Ли Джейм Уитоном. Скоро они сыграли свадьбу, а Пэм воспользовалась возможностью и познакомила Шоун с Джерри. Поначалу она скептически отнеслась к отношениям с мужчиной в 2 раза старше нее. Ей было 23 года, а ему под 50. Но Джерри Ли умел красиво ухаживать. Он осыпал девушку драгоценностями и нарядами, возил на модные вечеринки в лимузине и на отдых в Европу. Родственники уговорили Шоун попробовать. Поначалу они жили красивой жизнью, но когда после свадьбы девушка переехала в его особняк в поселке Несби в штате Миссисипи, сказка обернулась кошмаром. За несколько дней комплименты сменились оскорблениями, а обаятельный мужчина превратился в сварливого садиста. Он хотел тотального контроля и пришел в ярость, когда Шоун отправилась на ужин с сестрой Шелли и ее парнем Томасом. Когда к Шоун приезжали другие родственники, Льюис даже не выходил из комнаты. Перепады настроения усилились, когда он купил жене экзотическую собаку, хаского апса, о котором она мечтала. Правда, на следующий день Шоун в слезах пожаловалась матери, что питомца пришлось отдать из-за ревности и злобы Джерри Ли. Когда через 2 месяца после свадьбы девушка попыталась уйти из дома вместе с сестрой, тот ударил ее по голове связкой ключей, схватил за одежду и швырнул в коридор. «Я покажу тебе, как ты уйдешь», — прорычал он. «Ты моя жена! Я убью тебя раньше, чем ты меня бросишь!» Шелли рассказала о кошмарном заточении сестре матери, но та списала все на обычное выяснение отношений между супругами. 22 августа 1983 года, через 77 дней после свадьбы, Шоун сама позвонила маме. «Мама, я ухожу от него. Шоун,
Сейчас 3 часа ночи, не глупи, позвони мне утром». Позже выяснилось, что той ночью она набрала еще и сестре Скотта, парня, с которым встречалась в Мичигане. Она умоляла о встрече и спрашивала, остались ли у Скотта чувства к ней. Вдруг разговор оборвался посреди предложения. Шоун пропала и больше не перезвонила. Еще через пару часов взволнованная экономка Джерри Ли Лотти Джексон встретила 2 санитаров скорой, которые приехали по вызову о человеке без сознания. В гостевой спальне на заправленной кровати они нашли труп молодой миссис Льюис. Врачи с первого взгляда поняли, что дело нечисто. На руке покойной следы крови, а на шее синяки, напоминающие отпечатки рук. В доме явно произошла драка, которую пытались замаскировать. Крупные осколки подмели, но маленькие валялись по всей кухне и в спальне Джерри Ли. Сам музыкант вышел к санитарам и неловко изобразил удивление, когда ему сообщили о смерти жены. Они заметили на его ладони 2 глубоких длинных царапины, будто от когтей кошки. Только Льюис не держал домашних животных. Не требовалось таланта Шерлока Холмса, чтобы связать отметины на руке убийцы со следами кожи под ногтями его жены. Причиной смерти назвали передозировку метадона. Препарат выписали певцу, но Шоун якобы подсела на него незадолго до трагедии. По официальной версии, миссис Льюис потеряла связь с реальностью и приняла от 10 до 20 таблеток по 10 мг каждая. Очередная нестыковка заключалась в том, что Джерри Ли выписали рецепт на колеса по 5 мг. Это означало, что Шоу нужно было выпить от 20 до 40 таблеток. Согласитесь, трудно проглотить столько случайно, даже когда очень расстроена. Несмотря на десятки мелких деталей, указывающих на убийство, Льюиса даже не вызывали в суд. Смерть Шоу признали случайным суицидом наркоманки, а настоящее расследование так и не началось. Через 4 дня после вынесения вердикта о ненасильственном характере дела Джерри закатил масштабную вечеринку в честь 48-го дня рождения и позвал всех, от бывших подружек других певцов до приятелей из полицейского управления. Он праздновал не приближение старости, а возвращение к свободной жизни. Через 3 года произошел очередной взлет в творческой биографии музыканта, когда он перезаписал старые песни для фильма «Большие огненные шары», снятого по воспоминаниям бывшей жены Льюиса. А в 90-м году его новая песня стала саундтреком к блокбастеру «Дик Трейси» с участием Аль Пачино, Дастина Хоффмана и Мадонны. Льюис постоянно гастролировал по стране и за ее пределами. Российская публика увидела кумира в 97-м, и хотя ему шел уже 7-й десяток, на концерте в Москве исполнитель все же закинул ногу на электро-рояль. В этот период Льюис смог не только вернуть карьеру, но и обрести относительную стабильность, пусть и временную. Его брак с Керри МакКарвер стал 6-м в череде его 7 официальных браков и продлился аж 17 лет, что делает его одним из самых длительных в жизни музыканта. Керри МакКарвер была медсестрой из Нэшвилла. Она познакомилась с Джерри в начале 80-х, когда ухаживала за ним во время одного из его госпитализаций. В то время Льюис все еще страдал от последствий хронического алкоголизма и проблем со здоровьем, вызванных десятилетиями беспорядочного образа жизни. Несмотря на разницу в возрасте в 24 года, между ними завязались романтические отношения. Керри стала не только женой, но и своего рода опорой для Джерри Ли в этот период, когда его карьера переживала подъем благодаря кантри-музыке. В браке у пары родился сын. Керри старалась поддерживать порядок в доме и ограничивать доступ Льюиса к алкоголю. Тем не менее, в интервью того времени она признавалась, что любит Джерри Ли за его талант, страсть и уязвимость. Она называла его ребенком с гением внутри. Однако со временем напряжение в отношениях нарастало. Джерри Ли продолжал вести разгульный образ жизни, часто исчезал на недели,
устраивал скандалы и отказывался от лечения. В 90-х его здоровье резко ухудшилось. Он перенес инсульт, начались проблемы с печенью и сердцем. Кэрри, уставшая от постоянного стресса и преданности, которая не находила взаимности, подала на развод в 2001 году. 12 февраля 2005 года Джерри Ли получил премию Грэмми за вклад в развитие музыки, а через год выпустил новый альбом, где большинство композиций представляли собой дуэты с мировыми звездами рока. Последний раз музыкант женился в возрасте 76 лет на 62-летней Джудит Браун, которая восхищалась его музыкой еще в юности. Церемония состоялась в 2012 году в местечке Натчес в штате Миссисипи и некоторое время была секретом не только для журналистов, но и для близких друзей и родственников. Последние годы Джерри было трудно ходить, он опирался всем своим весом на трость, но до середины 19-го он продолжал выступать и выпускать альбомы. Один из них носил ироничное название «Mean Old Man», то есть буквально «злобный старикан». В его записях принимали участие и Эрик Клэптон, и Слэш, и Ринго Старр, всех не перечислить. Джерри Ли Льюис ушел из жизни 28 октября 2022 года в возрасте 87 лет. Но, друзья, он не умер. Он просто выключил свое пианино. А огонь, который он зажег в 56-м, все еще горит. Потому что рок-н-ролл — это не возраст, это состояние души. И у Джерри Ли душа была не просто в огне, она была огнем. Так что если вы вдруг услышите, как где-то вдалеке гремит пианино, а воздух пахнет бензином и грешным джином, знайте, это киллер проезжает мимо прямо из ада. И он все еще не просит разрешения.